Миллионер и медиамагнат Ричард Уэст был живой легендой в Сиэтле. Влиятельный, замкнутый и отстраненный с тех пор, как его жена Эмма якобы погибла в автокатастрофе 3 года назад. С тех пор он избегал камер, людей и всякой близости. Только портрет Эммы стоял на его рабочем столе, единственная деталь, которую он никогда не убирал. Однажды, возвращаясь с благотворительного мероприятия, Ричард неожиданно вышел из машины у маленького кафе. В этот момент он впервые за долгое время почувствовал желание быть среди обычных людей. У входа он заметил девочку босую, в рваной куртке, сидящую у мусорного контейнера. И именно от нее он услышал фразу, которая перевернула все: «Эмма жива». Это звучало абсурдно. Но девочка знала детали, которые никто, кроме них двоих, знать не мог. Колыбельную, слова, манеру речи. Она дала адрес приюта в Айдахо-месте, где не было ни камер, ни деловых контактов. Ричард поехал туда. Приют оказался старым, но чистым, и дети там действительно знали женщину, похожую на его жену. Она появлялась нерегулярно, под чужим именем, учила шить, лечить, заботиться. Однажды ее пытались схватить, она исчезла и надолго пропала. Вернувшись в Сиэтл, Ричард начал копать. Медицинский отчет был фальшивкой. Судмедэксперт не работал в больнице в день аварии. Детектив подтвердил, тело в машине не принадлежало Эмме. Она подстроила свою смерть. Оказалось, Эмма узнала о теневых схемах в одной из дочерних компаний его корпорации. Когда стало ясно, что ей угрожает опасность, она исчезла, чтобы не втянуть мужа. В этом ей помогли двое: подруга-медсестра и бывший сотрудник службы безопасности Ричарда. Пока он пытался ее найти, угроза возобновилась. Камеры у приюта зафиксировали наблюдение. После этого Эмма снова исчезла. Только спустя дни его команда нашла след в заброшенной часовне у границы. Там Эмма оставила письмо, просила не искать ее больше, ради его безопасности. Но было поздно. Кто-то уже знал, что она жива. Все изменилось в ночь, когда Ричард получил анонимный звонок. Детский голос сказал: «Она в лесу, ранена». Он поехал без охраны, без колебаний. Нашел ее истощенную, с огнестрельной раной, но живую. Он не отпускал ее руку ни на минуту в больнице. Пока она приходила в себя, его команда завершила расследование. Люди, стоявшие за фальсификацией смерти Эммы, были арестованы. Среди них оказался его бывший партнер Грейсон Блейк. Грейсон Блейк, который использовал имя Эммы для прикрытия нелегальных схем. Когда она узнала, ее пытались заставить замолчать. Теперь правда была раскрыта. Общественность узнала о женщине, выжившей, скрывавшейся и при этом продолжавшей помогать другим. Эмма стала символом силы и достоинства. Но для Ричарда она была прежде всего женой. После выписки они уехали за город. Далеко от шума, репортеров и опасностей. Там, среди тишины и сосен, они учились снова жить рядом. Снова быть вдвоем. Через несколько месяцев они объявили о возобновлении брака. Но без пафоса. Просто потому, что любовь победила. Когда они вернулись в тот самый приют, дети бежали им навстречу. Та самая девочка подбежала первой и улыбнулась. В ее глазах был покой. Любовь не умирает. Она просто ждет своего часа. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.